Всем привет! Вы на канале Красота и Бисер. И сегодня я вашему вниманию предлагаю вот такое интересное украшение. Колье с кулоном-треугольником. Колье состоит из жгута и кулона. Жгут мы выполняли с вами раньше. Видео есть, можете посмотреть еще раз по схеме цветочного жгута. Здесь у меня идут 3 цветочка темно-серых и 1 серебристый. И получается вот такая вот полосочка. И сам кулон. В этом видео я расскажу, как делать этот кулон. Состоит из 2 частей, которые выполняются одинаково, или по вашему желанию одну сторону можно сделать чисто черной. И соединяется этот треугольник со жгутом вот таким элементом, который я сплела из 4 рядов крестиков, и в крайнем и в последнем ряду я сделала стороны крестика серебристые. И это хорошо дополняет и подходит к этому украшению. Кулон плетется несложно, просто внимательно нужно смотреть по очередности нанизывания бисерин нужного цвета. И красиво смотрятся бусинки в центре каждой стороны. Они поблескивают и оттеняют его, что придает еще более такой изысканный и нарядный вид. Если вам нравится, вы можете сделать все это сами. Подписывайтесь, приглашаю, кто не подписан, и мы вместе выполним эту красоту. На основу жгута я брала черный бисер и цветочки темно-серые и серебристые. И я решила сделать треугольник серебристые с темно-серыми. Но на мой взгляд, он немного светлее смотрится для этого жгута. Поэтому я сейчас сделаю треугольник черный с серебристым. И для бусин здесь я поставила гематит. А на черный возьму черные ограненные 3 мм бусинки. И покажу, как выполнить этот треугольник. Традиционно мы вначале набираем 3 стороны треугольника. И я набираю 11 черных, 2 серебристых, 11 черных, 2 серебристых, 11 черных и 2 серебристых. То есть серебристые у нас будут идти как дорожки по углам треугольника. Подводим плетение к концу нити, оставляем ниточку для того, чтобы можно было потом ее спрятать, надев на нее иглу. И замыкаем в колечко наш набор, проходя через 11 черных бисерин, и выводим иголочку в серебристую. Вот так. Теперь набираем 2 серебристые бисеринки и проводим иголочку во вторую серебристую, продолжая дорожку этого угла. В каждой стороне треугольника теперь мы будем добавлять 6 бисерин. Вот я себе приготовила. Будет 2 черные, 2 серые и 2 черные. И через одну мозаичным плетением добавляем бисеринки. Вышли в серебристую бисеринку следующей дорожки и также набираем 2 серебристые и проходим
во вторую серебристую бисеринку, продолжая эту дорожку. И также, как я показала, делаем 2 остальные стороны. Последняя бисерина в этом ряду черная, и чтобы перейти на новый ряд, нам нужно пройти 2 серебристых бисерины, вот так. И теперь набираем, продолжаем дорожку 2 серебристые бисерины и проходим в одну серебристую бисерину уже нового ряда. В этом ряду нам нужно добавить 7 бисерин, и мы будем добавлять по одной бисерине, захватывая бисерину предыдущего ряда. И у нас будет одна черная, одна серая, одна черная, одна серая. И так весь ряд. Две остальные стороны я сделала также. И переходим на третий ряд. Последняя черная бисеринка и через 2 серебристых бисерины поднимаемся на следующий ряд. Продолжаем серебристую дорожку, 2 бисеринки и проходим в одну серебристую. И в этом ряду нам нужно добавить 8 бисерин. Мы будем набирать 1 черная, 6 серебристых, 1 черная. И в этом ряду мы будем добавлять также 8 бисерин и уже начинать готовить место для бусины. Мы набираем 2 черные бисеринки, 1 и 2. И 2 серебристые бисеринки, 1 и 2. Теперь в этом уголочке вот мы проходим эти 3 бисерины просто в холостую. Вот одну, опускаемся на нижний ряд. Теперь самую нижнюю и поднимаемся в бисерину предыдущего ряда. То есть 3 бисеринки мы просто обошли кругом. И дальше продолжаем также. Теперь 2 серебристые, 1 и 2. И 2 черные.
продолжаем дорожку. Так делаем остальные стороны. То есть в этом уголочке, где у нас 3 бисеринки серебристых, мы их просто в холостую обходим. 2 остальные стороны я также обработала, и теперь поднимаюсь на следующий ряд. Последняя черная бисеринка, и проходим через 2 серебристые. Также удлиняем нашу дорожку 2 серебристыми бисеринками, и в этом ряду мы также будем добавлять 8 бисерин и также готовить место для бусины. Мы в этом ряду набираем 3 черные бисерины, 1 серую, вот одна, вторая, и 3-я черная бисеринка. Теперь берем серую и также теперь проходим в эти все серые бисеринки вокруг. Так, раз. И теперь поднимаемся наверх, чтобы продолжить ряд. И теперь я беру 1 серую бисеринку и 3 черных. Удлиняем дорожку и также обрабатываем 2 остальные стороны в этом ряду треугольника. Я сделала также 2 стороны остальные, как и показывала вам, и поднялась по серебристой дорожке на следующий ряд. В этом ряду мы будем добавлять 4 черных, серебристая, бусина, серебристая и 4 черных. Я также оформила остальные 2 стороны, и у меня уже на каждой стороне есть бусинка. Поднялась на следующий ряд, и в этом ряду мы будем добавлять черная, серая, 2 черных, серая, проходить через бусину и повторять тот же набор.
И также сделала 2 остальные стороны. Поднялась по дорожке, удлиняя ее, и перешла на новый ряд. В этом ряду мы будем добавлять бисерины: черная, 2 серых, черная, 2 серых до бусины, проходить через 2 серые бисеринки, бусину и подниматься через 2 серые бисеринки. И также будем набирать 2 серые, черная, 2 серые, черная. И 2 остальные стороны я также сделала, как и показала вам первую сторону. Перешла на новый ряд. В этом ряду мы будем добавлять 4 черных и 2 серых. И над бусинкой добавлять 3 серые бисеринки. И дальше после бусинки будем делать 2 серых и 4 черных. Также я сделала 2 остальные стороны и перешла на новый ряд. Нового ряда я обработала 2 стороны, и на последней, третьей, я покажу. Набираем в этом ряду 2 черных и 2 серых. Продолжаем этот ряд и набираем черная, серая, черная и соединяем с серединой 3 бисерин, которые добавляли в
предыдущем ряду. И оставшийся конец ряда делаем тот же набор, только в обратном порядке. Черная, серая, черная, 2 серых и 2 черных. Уже хорошо вырисовывается узор, и в следующем ряду мы набираем 3 черных, серая, 3 черных. Подошли к серединке, набираем 1 черная, захватываем среднюю серебристую бисеринку. И набираем еще 1 черненькую. И после серединки повторяем тот же набор в обратном порядке, что набирали до середины. Я обработала остальные стороны треугольника, и у нас уже везде закрылся узор. И цветочки, и сам центральный тоже узор с бусиной. И последний ряд мы проплетаем на каждой стороне треугольника по 17 черных бисерин.
Все стороны я обработала, и первая сторона треугольника готова. Вторую сторону треугольника можно сделать чисто черной, но я буду делать с узором для того, чтобы в готовом виде этот треугольник был двухсторонним. И еще хочу сказать, мы набирали в начале 11 бисерин, и у нас внизу выступающих 6 бисеринок, а вверху 17, последний ряд у нас был. И для того, чтобы соединительный шов был незаметен, нам нужно сделать так, чтобы бисерины второй части вошли между бисеринками первой части и внизу, и вверху. Поэтому мы набираем для второй части треугольника не по 11, а по 13 бисерин. И между ними дорожки. И для тех, кто вторую часть треугольника будет делать также с узором, одна сторона будет набираться в таком порядке: 5 черных, серебристая, черная, серебристая и 5 черных. Дальше серебристая дорожка, и две стороны набираются в таком же порядке. Замыкаем мы наш набор в колечко, проходя до первой дорожки по бисеринкам одной стороны и выходим между двумя серебристыми бисеринами. И начинается у нас первый ряд второго треугольника с третьего ряда первой части. И это будет у нас набор 7 бисерин через одну. Одна черная, одна серебристая, одна черная, серебристая, 7 бисерин. И дальше пошли выполнять все так же, как мы выполняли в первой части треугольника. Когда будете заканчивать вторую часть треугольника, после ряда, где у нас 17 черных бисерин, мы добавляем еще один ряд серебристых бисерин, 18 штук. И потом соединяем две части вместе, захватывая по одной бисерине из каждой части. Вот я специально разъединила их для того, чтобы видели, как идет нить. Нить выходит из этой части и захватывает с этой стороны одну бисеринку. Возвращаемся ко второй части и потом так продолжаем, пока соединим все вместе, все части. Вот так. И затем будем соединять внутри. Внутри у нас тоже в одной части 6 бисерин, в другой 7. И бисеринки удачно лягут одна между другой. И после этого треугольник будет готов.